В эфире канала Постметро рубрика «Образ слова». В прошлый раз мы говорили о слове «поезд» в наших трех языках и как-то вышли на немецкое слово «Bahn», которое теперь чаще всего обозначает железную дорогу. Выяснилось, что «Bahn» связано с русским словом «бить», с пробиванием дороги в лесу. И тут я вспомнил, что недавно платформу «Москва-Товарная» Павелецкого направления в Москве переименовали в Дербеневскую. Да, ударение именно такое, и буквы «ё» в этом слове нет. Я сам бывало неправильно его произносил. Платформу назвали по близлежащей Дербеневской улице. Самая распространенная версия происхождения этого названия – встречающийся в письменных источниках XVII века термин «дерба» или «дербина». Он означал залежь или заросшую пашню, с которой срезается или сдирается верхний слой. То есть, возможно, как раз прокладывается дорога, может даже и железная. О связи слова «дорога» со словом «драть» мы уже также в прошлый раз говорили. Получается, что название «Дербеневская» для железнодорожной станции очень даже подходящее. И очень похожее на немецкий «Bahn». Тем более, что существует еще и жаргонное слово «дербанить», «раздербанить», которое означает раскромсать, разодрать, разделить на части или ограбить. Оно, скорее всего, тоже от слова «дерба», хотя есть люди, которые напрямую связывают «дербанить» с ограблением поездов «дербан» железной дороги, утверждая, что слово пришло с Украины, где появилось из идиша. Идиш, как известно, очень похож на немецкий, и слово «бан» в нем тоже есть. В качестве примера приводят слова из песни Высоцкого. Вот раньше жизнь и вверх, и вниз. Идешь без конвоиров, покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров. Как бы то ни было, немецкая фраза «Ich fahre mit der Bahn» перекликается с фразой «Я поеду с Дербеневской». И тут еще и артикль «der» помогает. Но закончим дербанить Дербеневскую и вернемся, собственно, к железной дороге Eisenbahn и Railway. Происхождение второй части фразы на русском и немецком «дорога» и «бан» мы объяснили. Слова «железо» или «Eisen» по-немецки очень интересны и потому потребуют отдельного видео. А сейчас время вспомнить английский. В этом языке железность нашей дороги не так важна, как то, что на ней используются рельсы. Когда мы произносим это слово по-русски во множественном числе, мы множим его как бы в квадрате. Само слово «рельс» — это калька с английского «rails», а это уже «rail» во множественном числе. Слово «rail» первоначально означало прямой брус, который закреплен между опорами и происходит от соответствующего французского слова «rail». И как и почти все французское, восходит к латинскому «regula», что означало прямой кусок дерева, что-то типа линейки, и связано с глаголом «regere» — «испрямлять» или «править». В этом глаголе скрывается проиндоевропейский корень «reg», означающий движение по прямой линии. Каких только слов не произошло от этого корня – регион, директор и даже эрекция. Причем слова большей частью связанные с властью. Уж больно хотят власть придержащие построить всех в одну линию, выправить под одну гребенку. Немцы для обозначения рельсов ничего не заимствовали и используют свое слово «gleis» или «gleise», «geleise» во множественном числе. Префикс «ге» здесь указывает на коллективную форму, то есть в данном случае на пару рельсов, а сам корень «leis» встречается аж в IX веке в фразе «Wagenleise» и тогда означает след или колею от повозки, точнее две колеи на дороге. А этот корень родственен славянскому слову «леха». Нет, не «леха», сегодня мы прямо воюем с буквой «ё», а «леха» или «леха». Слово это устарело, а даже по поводу ударения в нем есть противоречивые сведения. А его значение – гряда, борозда. Ну как тут не вспомнить Дербу и Дербеневскую? Тем более, что в Вики-словаре в качестве примера использования слова «леха» в русском языке можно найти цитату из Анны Карениной Льва Толстого. «Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севолку». Надеюсь, что никому не надо напоминать, как судьба Анны Карениной связана с Гляйзе или с железными лехами. Но перейдем от лех ко второй части слова railway. В
Впрочем, не везде в мире, где говорят по-английски, для обозначения железной дороги используется именно это слово. В США пошли другим путем и называют ее railroad, что интуитивно понятно, так как словом road – дорога сначала стали называть группу народа, передвигавшегося верхом. Форму прошедшего времени глагола ride пишется road, а звучит точно так же. А потом и место, где они скачут. Как тут не вспомнить индейцев, скачущих по прериям Дикого Запада на перегонки с первыми паровозами. Way переводится на русский как «путь». Любой знающий и немецкий, и английский сразу увидит, что way и немецкий путь – Weg – близнецы-братья. Причем на вокзалах и станциях Германии говорят, например, Gleis 3, когда хотят сказать, что поезд приходит на третий путь. Поэтому интересно выяснить все про путь на наших трех языках. Английский и немецкий варианты с веками изменились мало и происходят от общего праиндоевропейского корня weg, что означает двигаться, передвигаться в повозке или на чем-то еще. А вот русское слово «путь» родственно английскому path и немецкому pfad, так что русский путь – это тропа, по крайней мере в первоначальном значении. А восходит тропа эта к праиндоевропейскому корню pent – ступать, идти. От этого корня происходит, например, слово pont или мост, которое есть и в латинском, и во французском. Так что если сказать «понты Путина», то это будет тавтология, которая опять приведет нас к железной дороге. Вот уж воистину пути Господни неисповедимы. До встречи в эфире.